Приветствую вас, друзья! С вами Роман Фат. И сегодня мы поговорим о том, как раскрыть свой внутренний потенциал. Научиться взаимодействовать с жизнью в легкости и радости. А самое главное, как всего за один сеанс активировать все 7 чакр и усилить свое энергетическое поле. Вы когда-нибудь замечали, что одни люди буквально излучают уверенность, с легкостью притягивают интересные возможности и идеи, а другие словно застревают в повседневных проблемах, не могут вырваться из состояния апатии и постоянной усталости? Секрет в том, насколько свободно в нас течет наша жизненная энергия. Когда наши энергетические центры, или по-другому их называют чакры, работают гармонично, мы чувствуем себя на подъеме, и достигать цели становится проще, а вокруг появляются люди и события, которые помогают нам двигаться вперед. Но стоит какой-то чакре заблокироваться, как мы начинаем сталкиваться с препятствиями, чувствуем упадок сил и начинаем болеть и теряем веру в собственные способности. В сегодняшнем выпуске я покажу вам, как каждая чакра связана с определенными гранями вашей личности и вашими талантами. А затем вы получите простую, но очень эффективную практику, помогающую в течение одного сеанса активировать все чакры и укрепить свою энергетику. Для начала давайте разберемся. Так что такое чакры? Представьте, что ваше тело – это сложная система коммуникаций, где физические процессы тесно переплетаются с эмоциональными и духовными аспектами. С древних времен в разных традициях говорили о энергетических центрах, или о вихрях, как их еще называли, которые обеспечивают связь между нашими мыслями, эмоциями, телом и более тонкими планами бытия. Эти центры были названы чакрами от санскритского слова «колесо», именно как вращающиеся потоки энергии. Когда такая воронка чакра в норме, энергия свободно циркулирует, что отражается на здоровой работе органов, ясном уме, стабильном эмоциональном фоне и высокой духовной включенности. Если же чакра засорена негативными установками, страхами или стрессом, то энергия блокируется, и мы ощущаем различные проблемы в соответствующей сфере жизни. Почему так важно уделять внимание чакрам именно в наше время? В современном мире мы переживаем колоссальные энергетические перегрузки. Информационный поток, бешеный ритм, постоянный стресс. Все это воздействует на наше поле. Если наши чакры не развивать и не очищать, мы можем легко потерять сигнал связи с собой и, соответственно, с окружающим миром. Без сильных и активных чакр трудно чувствовать уверенность, креативность и энтузиазм. Именно поэтому регулярная забота о своих энергетических центрах – это уже не эзотерическая роскошь, а вполне практичная необходимость, чтобы сохранять баланс и гармонию в своей жизни. Прежде чем я дам практику активации, давайте коротко пройдемся по 7 основным чакрам, чтобы вы понимали, за что каждый отвечает и какие таланты раскрывает. И первая чакра – это Муладхара. Муладхара – это корневая чакра. Располагается она в районе копчика и отвечает за нашу, можно так сказать, заземленность. Связь с нашим физическим миром, чувство безопасности, выживания и материальное благополучие. Если Муладхара активна и сильна, вы чувствуете стабильность, уверенность, и у вас хорошо получается зарабатывать и управлять своими финансами. Когда же корневая чакра заблокирована, появляется множество страхов. Может пошатнуться финансовая ситуация, и вы словно не находите почву под ногами. Вторая чакра – это Свадхистхана. Это сакральная чакра. Расположена она чуть ниже пупка и отвечает за творчество, сексуальность и способность получать удовольствие от жизни. Эта чакра связана с легкостью, вдохновением и магнетизмом. Когда Свадхистхана в гармонии, вы полны идей и сил их воплощать. Вы наслаждаетесь жизнью, а люди к вам тянутся. Если же сакральная чакра закрыта, все становится пресным. Пропадает вкус к жизни, и творчество не идет. Возникают проблемы в личных отношениях. Третья чакра – это Манипура, чакра солнечного сплетения. Расположена она в области чуть выше пупка. Эта чакра связана с силой воли, лидерскими качествами и способностью действовать и влиять на мир. Когда Манипура активна, вы уверены в себе и, самое главное, в своих решениях. Вы легко проявляете инициативу.
ведете за собой, добиваетесь целей. При ее блокировке наступает апатия. Возникает ощущение, что вы плывете по течению без воли и направления. Анахата, сердечная чакра. Находится она в области сердца и отвечает за любовь, принятие, гармонию и эмпатию. Это чакра, своеобразный мост между нижними земными чакрами и верхними духовными центрами. Когда анахата открыта, вы ощущаете любовь к миру и к себе. Вам легко строить глубокие отношения, и вы доверяете жизни. При ее блокировке появляются обиды, замкнутость, ощущение одиночества, даже если вы находитесь среди людей. Вишудха – это наша горловая чакра. Расположена она в области горла и отвечает за самовыражение, творчество через наше слово и нашу правдивость. Сильная вишудха помогает донести свою точку зрения так, чтобы вас не только услышали, но и восприняли всерьез. Когда горловая чакра работает гармонично, вы говорите свободно, а ваша речь обладает притягательностью. Если же здесь есть блок, то возникают трудности в общении, постоянное недопонимание, страх сцены и сложность в формулировании мыслей. Аджна – это наш третий глаз. Расположена она в центре лба, чуть выше наших бровей. Это некий штаб вашей интуиции, мудрости и умения видеть суть вещей и предвидеть развитие событий. Когда аджна активна, вы принимаете решения быстро и точно. У вас появляется чуткий контакт с собственным подсознанием. Заблокированная аджна дает сомнения, путаницу в мыслях, ощущение тумана в голове и отсутствие ясной картины будущего. Ну и седьмая чакра, которая называется сахасрара, так называемая коронная чакра. Находится она в верхней части головы, отвечает за связь с высшими силами, духовным началом и ощущением глобального смысла жизни. Если сахасрара открыта, человек чувствует вдохновение, знает, зачем он живет, и у него появляется непоколебимая вера в лучшее. При блокировке коронной чакры наступает апатия, чувство пустоты и бессмысленности происходящего. Теперь вы понимаете, что каждая чакра несет в себе мощный заряд вашей внутренней силы, а вместе они образуют целую систему, обеспечивающую гармонию и успех во всех сферах жизни. Представьте, как меняется человек, у которого все эти центры включены и работают слаженно. Он уверен в себе, но при этом открыт миру. Умеет любить и получать любовь. Способен говорить так, что его слушают и уважают. У него есть видение и чуткая интуиция, а жизнь наполнена высшим смыслом. Разве это не то, к чему мы все в глубине души стремимся? Следующий логичный вопрос. А как сделать так, чтобы все чакры активировались и работали сильнее? Ниже я приведу практику, которую вы сможете выполнять самостоятельно, даже дома. Ее цель за один сеанс пробудить все энергетические центры, помочь им раскрыться. Конечно, все зависит от вашей готовности и регулярности, ведь один раз это только начало пути. Но даже один качественно проведенный сеанс может подарить удивительное чувство ощущения свободы и наполненности. Ну а теперь давайте плавно перейдем к практике активации всех 7 чакр. И первое, с чего мы начнем, это подготовка. Найдите спокойное место, где вас никто не побеспокоит хотя бы 15-20 минут. Выключите звук на телефоне. При желании включите мягкую музыку без слов, мантры или звуки природы. Сядьте или лягте так, чтобы ваша спина оставалась прямой, но мышцы были расслаблены. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить собственный разум. Начнем мы с Муладхары, с нашей корневой чакры. Направьте внимание в зону вашего копчика. Представьте там энергетический шар красного цвета. С каждым вдохом этот шар начинает светиться ярче. Повторяйте про себя или вслух аффирмацию. Я в безопасности. Я укоренен. Я сильный фундамент для моей жизни. Почувствуйте, как уверенность и стабильность наполняет вас. Делайте так примерно минуту. Дальше мы переходим к Свадхистане. Переведите фокус вашего внимания чуть ниже пупка.
Представьте оранжевый шар, яркий и теплый. На вдохе энергия вливается в него, а на выдохе он расширяется. Скажите себе: я творчески свободен, я наслаждаюсь жизнью, моя энергия течет легко. Позвольте этому чувству удовольствия разлиться по всему вашему телу. И продолжайте так тоже еще 1 минуту. Дальше мы переходим к манипуре, чакра солнечного сплетения. Сместите фокус вашего внимания чуть выше пупка, в зону солнечного сплетения. И представьте золотой или желтый шар. Вдыхайте в него свет, а на выдохе распространяйте тепло по всему телу. Произнесите: я действую решительно. Моя воля крепка. Я управляю своей жизнью и достигаю целей. Пусть в вас проснется внутренний лидер. Поработав с манипурой минуту, вы дальше переходите к анахате, к вашей сердечной чакре. Теперь обратите внимание в область сердца. Представьте чудесный зеленый шар, можно изумрудный или светло-зеленый. Чувствуйте, как с каждым вдохом он становится ярче и теплее. Повторяйте: я открыт любви. Я люблю и понимаю себя и других. Мой мир в гармонии. Почувствуйте наполняющее тепло, умиротворение и любовь, которые протекают через все ваше существо. Через минуту мы переходим к вишудхе, к горловой чакре. Переведите внимание к вашему горлу. Представьте сияющий голубой шар. Вдыхайте, насыщайте его энергией, а на выдохе позвольте ему расшириться по всему горлу и вашей шее. Говорите себе: я свободно выражаю свою правду. Мой голос силен и уважаем. Я говорю легко и вдохновенно. Почувствуйте, как ваше горло освобождается от зажимов и напряжения. Когда вы на протяжении минуты проработали вишудху, дальше мы переходим к каджне, к чакре третьего глаза. Поднимите внутренний взор к точке между вашими бровями, чуть выше их линии. Представьте глубокий синий или фиолетовый шар. Наполняйте его светом на вдохе и проговаривайте аффирмацию. Мой разум ясен. Я доверяю своей интуиции. Я вижу суть вещей. Примерно минуту чувствуйте, как ум успокаивается, а мысли становятся четче. Ну и постепенно мы переходим к сахасраре, коронной чакре. Наконец, обратите внимание на вашу макушку. Представьте луч света белого или золотого цвета, который не сходит сверху в вашу голову и собирается в сфере чуть выше нее. Это словно канал связи с высшими силами. Произнесите: я соединен с космосом и высшим знанием. Я открыт вдохновением и благодати. Ощутите этот поток, который наполняет все ваше тело светом. Когда все чакры активированы, вообразите, как внутри вас от основания позвоночника до макушки проходит столб яркого света. Он выстраивает связи между всеми центрами, выравнивает их и усиливает ваше поле. С каждым вдохом этот столб становится ярче, а с каждым выдохом свет наполняет все пространство вокруг вас, формирует защитную, сияющую ауру. Оставайтесь в этом состоянии еще минуту-другую, чувствуя единство тела и вашего сознания. Затем сделайте несколько более глубоких вдохов и выдохов. Пошевелите пальцами на руках и ногах и откройте глаза. Сохраняйте ощущение наполненности и гармонии. Постарайтесь не прыгать сразу в бурный поток дел. Дайте себе еще немного тишины, чтобы интегрировать полученный опыт. Вот так всего за один сеанс, даже если это всего 10-15 минут, вы способствуете активации и гармонизации всех 7 чакр. Конечно, чем регулярнее вы будете делать эту практику, тем глубже будут результаты. Усилится ваше энергетическое поле, и вы заметите изменения во всех сферах жизни.
Кто-то замечает прилив сил и мотивации уже даже после первого раза. Кто-то начинает привлекать новые финансовые возможности, а для кого-то улучшаются личные отношения. Все зависит от того, какие задачи сейчас наиболее актуальны именно для вас. Приведу короткие примеры из собственной практики. Одна из моих клиенток, которая долго искала работу по душе, начала регулярно выполнять эту практику. Уже через 2 недели ей позвонили с приглашением на собеседование. А еще через неделю она подписала контракт на новую должность, где смогла реализовать свой творческий потенциал. Как она сама говорит, у меня будто бы пазл в голове сложился. Я четко поняла, что умею и чего хочу. И люди вокруг как будто сами меня увидели и предложили то, что идеально соответствовало моему видению. Почему это работает? Когда ваше поле сильное, чакры сбалансированы, вы буквально начинаете вибрировать на другой частоте. Вы увереннее говорите «нет» тому, что вас не устраивает. С легкостью притягиваете то, что резонирует с вашими истинными желаниями. Гармония в энергетических центрах приводит к гармонии во внешних событиях. Вот почему в современном мире с его колоссальной скоростью, конкуренцией и нагрузками так важно выделять время на подобные практики. Это не просто духовная практика, это забота о себе на всех уровнях. Физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Друзья, не забывайте, что сила в вас уже есть. Все 7 чакр – это часть вашего внутреннего устройства, часть вашей божественной природы. Моя задача лишь указать путь, а решающее действие остается за вами. Попробуйте эту практику уже сегодня или на ближайших выходных. Почувствуйте, как энергия свободно двигается по вашему телу, как становится легче на душе и как возникает вдохновение делать шаги вперед. И, конечно, пишите в комментариях или делитесь со мной своими ощущениями и результатами. Мне всегда интересно слышать ваши истории. Активация чакр – это ваш первый шаг к более яркой и гармоничной жизни. Когда ваша энергия сильна, вы можете справляться с любыми вызовами и привлекать только лучшее. После выполнения практики по активации чакр я рекомендую провести денежный ритуал. В комплексе они дают более сильный результат. Для вас я собрал 5 самых мощных денежных ритуалов, и вы их сможете забрать, перейдя по ссылке в описании к видео. С вами был Роман Фат.